Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и Сад. Меня зовут Александра. Если вы смотрите это видео, значит на повестке дня важный вопрос. Чем подкормить позднюю капусту в августе, период завязывания качанов, чтобы получить хороший урожай? Подкормка белокочанной капусты в последний месяц лета для формирования плотной и крепкой головки очень важное дело. Если у растения будет недостаточно нужных питательных веществ, мощный и тяжелый качан просто не сформируется, а это значит, что урожай будет слабеньким, плохим. Так чем же подкормить капусту, чтобы она сформировала хороший, большой и плотный бутон? Или, как мы обычно говорим, плотный качан или головку. Если нижние листья поздней капусты еще не сомкнулись, самое время ее хорошо полить, а затем подкормить питательным водным раствором для наращивания качана и усиления иммунитета против грибковых болезней, которые подстерегают в прохладное ночное время этот овощ. Например, от разных видов бактериозов, сосудистого, слизистого, а также от фузариоза, обычно буйствующего на огородах в этот период, если погода влажная. Вот схема подкормки поздней капусты в период завязывания качанов. На 10 литров воды надо взять 20-30 грамм аммиачной селитры, 15 грамм суперфосфата и 300 грамм обычного мела, богатого на кальций. Эту смесь можно готовить, используя обычную холодную воду. Капуста не боится низких температур, как, например, огурцы, баклажаны или сладкий перец. Готовым водным питательным раствором я поливаю каждое растение из расчета 1 литр под каждую капусту. Азот, содержащийся в аммиачной селитре, отвечает за наращивание зеленой массы капусты. Фосфор в суперфосфате за процесс быстрой бутонизации, то есть образование качана капусты. Если фосфора недостаточно, растения будут задерживать образование качанов. Иногда о явном недостатке фосфора будет сигнализировать специфическая фиолетово-пурпурная окраска, появляющаяся на листьях, как, например, вот на этом растении, явно отстающем в формировании качанов от других капусток. При появлении таких признаков срочно подкормите капусту комплексными удобрениями или азотными с добавлением суперфосфата, или хотя бы обычной древесной золой из расчета 1 стакан золы на 10 литров воды. Полейте питательным водным раствором, содержащим фосфор, капусту из расчета 1 литр на одно растение. Теперь вспомним о кальции. Обыкновенный мел, который я добавляю для подкормки поздней капусты в августе, способствует развитию крупной капустной головки и предотвращает развитие грибковых и бактериальных заболеваний капусты на этапе завязывания качанов. Думаю, вы замечали, что иногда в поздней капусте при хранении проявляются слизистые поражения листьев или усыхание внутренних листов в качане. Это и есть признаки поражения бактериальными инфекциями, от которых спасает обыкновенный мел в виде корневой подкормки. Через 10-14 дней после такой питательной азотно-кальциевой подкормки позднюю капусту следует еще раз подкормить, но на этот раз уже комплексным минеральным или органическим удобрением. Это может быть, например, нитроамофоска из расчета 20 грамм удобрения на 1 квадратный метр площади посадки. Поскольку капустные ряды к тому времени уже наверняка сомкнутся, лучший способ подкормки – сначала полив, а потом разбрасывание гранул удобрения под корень растения. Капуста по мере созревания постепенно усвоит нитроамофоску и отблагодарит за эту корневую подкормку хорошим урожаем, плотными, большими, вкусными качанами на зиму. Но если капуста все-таки еще не сомкнула ряды, ее можно подкормить органическим удобрением, водным раствором коровьего навоза из расчета 1 литр коровяка, в котором можно добавить еще и 20 грамм комплексного минерального удобрения. Вот схема такой подкормки. 1 литр коровяка сначала разводят в 2-3 литрах воды, дают продышаться 2-3 дня, чтобы коровяк не обжег корни капусты при внесении удобрения, а затем добавляют еще 8 литров воды и 20 грамм минерального комплексного удобрения. Раствор хорошо перемешивают и вносят под корень из расчета 1 литр на каждое растение. В заключение хотела бы напомнить о поливе в период завязывания качанов.
Не забывайте регулярно поливать капусту, примерно 2-3 раза в неделю, если в августе стоит сухая погода. Капуста любит попить. От того, насколько хорошо организован полив капусты, зависит ее урожай. При недостаточном количестве влаги урожайность снижается практически в 2 раза. Помните это. Спасибо за просмотр, за лайки и за подписку на мой канал. Рада, что вы со мной.